А если дивиденды ты хочешь снять, сколько процентов ты платишь? Свои дивиденды? Ну, своя компания, то есть ты также делаешь год, и зависит от прогрессивная шкала. Тоже То есть прогрессивно. от 30 выше. 30%. Еще 30. То есть ты заплатил с выручки 30%. Нет. С дивидендов ты платишь вот эти 30%, и все остальное это остается. В моем опыте я не видела ни одного иностранца, который превратился в миллионера в Никарагуа. Зато видела много случаев, когда или когда люди открывают бизнесы, то есть достаточно для того, чтобы жить, существовать, наслаждаться тем, что как бы, путешествовать. Но опять-таки стать миллионером не видела никого. Всем привет, это Никарагуа. Мы встретились с Еленой. Сегодня она расскажет, как она здесь оказалась. Поехали. Елена, расскажи, пожалуйста, почему именно Никарагуа? Никарагуа был больше не выбор, наверное, командировка, да? Мы приехали сюда с мужем по его работе, поэтому после 3 стран, Белиз, Гватемала, Никарагуа была 3-я страна, и вот оказалась последняя в нашем путешествии. То есть, по сути, ты не выбирала даже? Нет, был не выбор, был более, да. Окей. И как на сегодняшний день тебе, вот с того момента, как сюда прибыла, когда ты сюда прибыла? 15 лет назад, в 15 лет назад. Да. То есть не было никакой мысли покинуть эту страну? Абсолютно нет. Было, наоборот, такое более укореняющее чувство, что да, ты находишься в том месте, где... Не сказать, что был предназначен, но да, в том месте, где тебе комфортно и где есть много возможностей для жизни. А что тебя именно зацепило, чтобы не было мысли даже вернуться домой либо в другую страну? С первого дня это была безусловная любовь, да, любовь в страну, влюбленность, потом она переросла в любовь, да, и сегодня такое крепкое чувство. Многие факторы, но, наверное, прежде всего люди, которые располагающие к себе, община, никарагуанские ценности, никарагуанское дружелюбие, доброта, их аутентичность этой нации, безопасность страны. То есть, соответственно, связано с этим, да? Безопасность в стране и возможности, опять-таки, возможности для жизни, для работы, хороший климат. То есть Никарагуа безопасная страна? Никарагуа безопасная страна. Это больше информации ходит, что небезопасно Никарагуа. Я тебе скажу больше, да, поскольку вот мы жили в Белизе, жили в Гватемале, и Никарагуа, где у меня было пару случаев, когда нас только приехали, буквально на 3-й месяц, нас обворовали дома, я была дома, находилась, но люди действовали, они думали, что не было никого, был дом пустой, они вломились, и то есть я не чувствовала угрозы для жизни. То есть они пришли там, грубо говоря, за телевизором, они его взяли, и они исчезли. Без оружия? Без оружия, да. Ломали дверь, забрали телевизор, ушли. То есть меня не тронули абсолютно ни пальцем. То есть после этого я убедилась, что страна безопасная. Конечно, риски могут быть везде, на улице ходить в темное время, когда утром бегаешь и берешь с собой телефон, то есть да, могут подойти и отобрать телефон как бы в любой стране. Но я не чувствую угрозы для жизни. То есть, конечно, если кто-то будет там сражаться за телефон, пытаться его сохранить, то само собой. Но я абсолютно не чувствую. То есть если я с утра в 5 утра выбегаю, когда еще темно на улице, я знаю, что я одна, я просто стараюсь с собой не брать какие-то ценные вещи. Бывает порой, возьмешь там 100 кордов, да, если кто-то, на всякий случай, чтобы буквально что-то дать, если просто. Но, слава богу, не было таких ситуаций. И после случая с ограблением я считаю, что это безопасная страна. То есть нет угрозы для жизни. В Белизе в моего мужа стреляли. То есть стреляли просто без... грабили магазин, и первое, что делают, в тебя стреляют. В светлое время суток? В светлое время суток, да.
Поэтому, то есть здесь жизнь, она еще что-то значит. Как бы, ну, ограбления они есть везде. То есть в Никарагуа не встретишь там человека с золотыми цепями, с браслетами, который по улице гуляет, да? Нет, почему? Есть, гуляют. Никарагуа вообще страна, где, это как бы, наверное, один из недостатков, нету мест, где гулять на улице. То есть в основном нужен свой транспорт. Да, то есть из-за климата, то есть ты не можешь даже... Я бы на велосипеде ездила, допустим, с удовольствием, но из-за жары не позволяет тебе. Климат и топография местности тоже, потому что это не плоское место, это в горку, с горки. Вот. Но местные, ты увидишь, да, они ходят, допустим, с телефонами, с теми же самыми. Да, то есть, с того момента, как ты прибыла, это было 15 лет назад, правильно? Насколько сильно Никарагуа развилась? То есть что-то построили, дороги? Значительно. Развитие инфраструктуры, развитие там, частного сектора строительства, благоустройства города. На дорогах, наверное, первое, да, если бы заметили, человек, который приезжал бы сюда 15 лет назад и сейчас, да, увидела бы улучшение там, в дорожном сообщении. Есть момент допустим, в гастрономическом предложении тоже много открылось ресторанов, мест, и качество улучшается гораздо. 15 лет назад, когда мы приехали, и родилась Аля, моя дочь, не было мест, допустим, где-то пойти купить там те же самые бутылочки. Они были, но очень ограниченного качества. Сегодня есть, есть доступ буквально ко всем маркам и к качеству, любому качеству, да, товара. Раньше такого не было. Поэтому за 15 лет изменилось. Вы рассматриваете возможность переездов в страны Латинской Америки и не знаете, какую из них выбрать? Наш канал создан специально для вас. Мы предлагаем актуальную информацию о переездах и жизни за границей, а также полезные советы от русскоговорящих жителей разных стран. Подписавшись на наш канал, вы всегда будете в курсе последних новостей и сможете получить ответы на все интересующие вопросы. Пожалуйста, оставляйте ваши вопросы в комментариях. Мы с радостью ответим на них или зададим их нашему следующему гостю. Ваши комментарии помогут нам улучшить наш контент, сделав его еще более полезным и интересным. Мы очень ценим вашу поддержку, будь то распространение наших видео среди друзей или донаты. Ваша помощь позволяет нам продолжать путешествовать и делиться актуальной информацией о жизни за границей. Узнать больше о том, как поддержать наш проект, вы можете по ссылкам в описании. Спасибо, что остаетесь с нами. Доступность, она поменялась, меньше, больше стала? Доступность? Доступность страны? Думаю, это такая же. Мы не чувствуем. Конечно, как бы дорожание происходит везде, но опять-таки есть, как происходит дорожание, так же открываются какие-то новые возможности. Ну а преступность, она увеличилась? Преступность, да. прошу. Доступность. Преступность также на том же уровне. Тут есть какие-то банды или... Банды есть, допустим, в Гондурасе есть банды. Есть банды, слышала, в Коста-Рике больше историй, допустим, от тех же друзей. В Никарагуа не встречала. Нет такой организованной преступности. Вот. То есть большинство так хаотично ворует по мелочи на улице? Да. Такие мелкие кражи. Хорошо. Скажи, пожалуйста, возвращаясь 15 лет назад, то есть вы приехали сюда с мужем, и ты занимался спортом? То есть... Начала здесь заниматься спортом. Здесь заниматься спортом. Собственно, спорт мне открыл двери, наверное. И открыла больше контактов, больше друзей, больше возможностей. То есть я, наверное, благодарна спорту за то, что как бы, я ассимилировалась в никарагуанских кругах. Вот, то есть все началось с велосипеда. И он спорт помог тебе легализоваться? Спорт помог и легализоваться, и помог создать свои контакты, которые мне по сей день помогают. Ну, наверное, как-то зарекомендовать себя. Да. Ты выступала здесь на соревнованиях? Да, я начала в Никарагуа, то есть я не приехала спортсменом. Я начала как любительски заниматься велосипедом. И стало получаться, стало увлекать, и больше, то есть такой появился спортивный азарт. Вот. И уже будучи, 8 лет на велосипеде, были Олимпийские игры. Вот. И Федерация велосипедного спорта пригласила меня выступать за страну.
Вот, соответственно, я подала документы и стала на процесс легализации. Да. Он завершился позже, то есть через спорт не получилось, я сделала это своим путем в результате. Закончила процесс и получила гражданство. А страна вообще какие виды спорта развивает, чтобы выходить на такой олимпийский уровень? Самый популярный бейсбол, но опять-таки это вся страна, да, играет и смотрит бейсбол. Но индивидуальные, если представлять страну, то, наверное, более индивидуальные виды спорта. Футбол играет? Хотя волейбол, допустим. Волейбол тоже популярный спорт. Не популярный, но который становится модным спортом в Никарагуа. Пляжный волейбол, плавание, футбол, да, есть футбол, теннис. И групповые, да, индивидуальные. То есть спорткомплексы строятся? Строят. Они строились в 2017 году, когда были Олимпийские игры, Центральноамериканские Олимпийские игры. То есть в тот момент был такой бум. То есть спортивная инфраструктура страны, то есть тоже бассейный комплекс, плавательный комплекс, площадки, корты, парки, дорожки. То есть они благоустроились вот в этом году для Олимпийских игр. Но и с тех пор поддерживаются, и никарагуанцы стали более... Плюс еще пандемия повлияла на это. То есть больше стали вовлечены в спорт. Хорошо. А на сегодняшний день ты чем здесь занимаешься в Никарагуа? На сегодняшний день, 3 года назад я занималась частным предпринимательством, открыла свой бизнес, начала с производства камбуча или чайный гриб, как у нас он известен в России. Сделала маленькую фабрику, но на сегодняшний день мы продаем и развозим во все регионы страны. Ну и в планах выйти на региональный уровень, выйти на Центральную Америку и продавать от Панамы до Мексики. В общем, добро пожаловать на фабрику Холебучи. Мы здесь буквально переехали месяца 4 назад. Это, как сказать, Изменение локации. Изменение локации, временное место, потому что планы на следующий год открыть более такой индустриальный цех по производству не только камбучи, но и других напитков. Поэтому вы свидетельствуете историю. Здесь первый этап, где мы ферментируем камбучу, известный чайный гриб, когда он из сладкого чая превращается в такую уксусную инстанцию. То, что видите наверху, это называется отель для скуби. Скуби – это чайный гриб, который делает всю магию создания. Здесь он и выращивается, да? Он выращивается на основе чая и концентрата. Вот. И те, которые уже ребята ждут, там, допустим, своих ферменторов, они сидят в больших бутылях и ждут новой партии. Вот. А все остальное, этот этап длится в зависимости от погоды, потому что в любом случае такой артезанальный процесс. В зависимости от погоды, чем жарче, тем быстрее, но в среднем занимает около 3 недель до месяца. А помещение определенной температуры должно быть? 23 градуса, 25 градусов такая, даже 25-30 градусов оптимальная температура для того, чтобы ферментировался хорошо продукт. Если меньше опускается, то уже может затянуться больше месяца ферментация. Сколько может дать один чайный гриб? Один чайный гриб, он отмирает, если вот видите, допустим, внизу они такие уже начинаются темно, мы с каждым процессом убираем старый гриб и оставляем вместо нового. То есть он сам воспроизводится. Вот, это нескончаемый процесс. Старый гриб просто выбрасываете? Старый гриб у нас очередь, мы не любим выбрасывать ничего, мы стараемся его отправлять в удобрение. То есть наши поставщики, которые приносят нам фрукты, поставщики фруктов и имбиря, мы отправляем их на финки. То есть они этим самым грибом удобряют опять-таки землю. На банках указаны даты, то есть с момента начала и до окончания сколько дней проходит? В зависимости от температуры. То есть если температура 25-30 градусов, занимает 3-4 недели. Если температура опускается меньше 25, то процесс занимает около месяц, до 1,5 месяца может доходить, допустим, декабрь. Вот сейчас мы здесь видим 28 градусов. Да?
То есть это 3-4 недели. Когда температура опускается меньше 25, занимает больше месяца. Первая ферментация. После первой ферментации мы делаем, наполняем с фруктом. У нас 6 вкусов. Имбирь, это калала. Калала это маракуйя. Она в Никарагуа называется калала. Делаем с хамайка. Хамайка это гибискус. И фильтруем. И камбуча переходит во второй процесс, который вы сейчас увидите. Вторая ферментация уже проходит анаэробная. То есть если первая она аэробная с воздухом, вторая ферментация она проходит в бутылках. И здесь продукт сидит, опять-таки, в зависимости от температуры, от 3 дней до недели. Вот. Мы проверяем каждый день на наличие, на степень ферментации. Да? То есть когда все это, опять-таки, делается вручную. Есть небольшая... То есть, когда не выходит газ, то есть еще продукт ферментируется. Когда начинается уже подниматься пузырьки, вот, допустим, слышно, этот продукт завтра его можно уже отправлять в холодильник. Вот. А здесь указаны виды, да, какие есть? Да, мы делаем калала, гваява, микс де морос, то есть у каждого есть product mix. То есть мы знаем, что всегда самое популярное это имбирная камбуча. Продается очень хорошо ягодная камбуча. И на втором месте вот все оставшиеся. Самый хит продаж, топ это имбирь и ягода. Супермаркеты у вас покупают? Здесь супермаркеты, да, продаем в супермаркетах. Сейчас заходим в следующем месяце в PriceSmart. То есть это такой большой шаг. Поэтому, собственно, переехали сюда для того, чтобы была возможность производить больших объемов для PriceSmart. Вот. И опять-таки делать по подпискам. То есть очень много людей, которые пьют камбучу каждый день и покупают еженедельно. Вот. И хотим предоставить услугу доставки на дом в бутылках. Себестоимость невысокая у камбучи. Самая большая расходная часть это административная, то есть расходы на персонал, на упаковку и на ее распространение, на дистрибьюцию. То есть секрет это делать продуктовый микс, чтобы на каждого клиента ты мог больше продать продукта. То есть помимо камбучи в планах опять-таки создавать другие косвенные продукты, которые можем здесь же производить и продавать на местный рынок. Стекло дорогое же. Стекло дорогое, да, и мы решили привезти еще свою тару. То есть у нас у единственных в Никарагуа специальная бутылка, которая 350 мл. Это не техническая, специальная бутылка для ферментированных продуктов с напыленным стеклом, металлическая крышка и такой у нее красивый, элегантный дизайн, эргономичный. Вот, мы буквально месяц назад только с ней зашли на рынок. Мы на производстве у Елены, посмотрели, как производится камбуча, так что ставьте лайки, будете в Никарагуа, обязательно попробуйте. Ищите холебуча. 2 года назад открыла кофейню, небольшая кофейня, и буквально в прошлом году совместно еще с одной девушкой открыли пекарню. А как тяжело было открывать производство, тем более это не просто кофейня, все-таки свое производство. То есть были какие-то идеи, вдруг не получится, или там как контакты вообще налаживали? Риски, они, конечно, существуют всегда, есть опасность, что пойдет, не пойдет, но зная, допустим, уже специфику Никарагуа, зная рынок, зная вкусы никарагуанцев, да, зная, что есть и чего не хватает, то есть в этом плане было просто выбрать сегмент и выбрать какой-то концепт, который, в принципе, выстрелил. И, да, я считаю, что получилось. Был успешный проект, называется «Элефанте Мария» кофейня. И на сегодняшний день, уже будучи 2 года, наверное, моих слабых сторон было то, что у меня не было опыта в гастрономии, да, то есть это было первый такой мини-ресторан, кофейня. Вот. Но за эти 2 года они мне позволили накопить опыт и наладить эти процессы, как вести бизнес, как делать контроль над инвентарием, как контроль над инвентарием, оборудование и над финансами.
финансы и персонал соответствующий. То есть сегодня я себя чувствую готовой, допустим, к расширению. Открыть новую точку, открыть, либо сделать какой-то другой бизнес тоже в этой сфере. Потому что когда ты заходишь в предпринимательство, ты видишь, тебе открывается абсолютно новый рынок. То есть ты видишь, какие сегменты, чего не хватает, что бы ты хотела сейчас сделать, что может одно дополнять другого. Допустим, как пекарня и кофейня, два бизнеса, которые как бы идут рука об руку. Также производство своих напитков также мне... Вернее, кофейня помогает, да, продаже и распространению, допустим, производства своих напитков. Вот. И самое главное, наверное, было это найти то, что тебе нравится делать. Вот этот ключевой момент. То есть если тебя вдохновляет то, что чем-то ты занимаешься, то всегда ты будешь преуспевать в этом. Вот. То есть в гастрономии ты до этого вообще не работала? Не работала. И в гастрономии мне всегда нравилась часть сервиса. То есть когда люди приходят, то есть гостеприимство, обслуживать, что-то делать, такое моменты, которые удивляют людей. Это мы еще не пробовали, какое вкусное, то есть как интересно. То есть это какие-то вот такие вау-моменты. Вот. И в Никарагуа это несложно делать. Можно сказать, что ты первая научила пить камбучу никарагуанцев? Нет, вот неверно, потому что, да, были марки, которые, да, наверное, разбили лед в этом плане, но была марка, которая, и она есть, они начали с сегмента иностранцев, да, то есть это было проще зайти. Мне достался, или даже моя стратегия больше ориентируется на Манагуа. Манагуа не знала камбучу. То есть, если сказать про Манагуа, то я научила Манагуа пить камбучу. То есть это было год такой работы, наверное, большую часть того, что мы производили, мы давали на дегустацию. То есть это было знакомить людей через мероприятия, через ярмарки, через бесплатные какие-то образцы, магазины, то есть знакомить с продукцией. То есть лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Да, я могу сказать, наверное, 60-70% продукции уходило поначалу. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании Росмедицина, вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи в России и странах Латинской Америки. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известным своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Вы можете обратиться в страховую компанию и сообщить о желании получить медицинскую помощь в компании Росмедицина, согласно вашей страховой программы. При нескольких таких обращениях застрахованных ваша страховая компания заключит договор с нашей клиникой, чтобы вы могли напрямую обращаться в Росмедицина и ничего не доплачивать. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию Росмедицина. Первое. Лицензированная международная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Возможность встречи и проводов пациентов в аэропорту на автомобиле скорой помощи. Третье. Предоставление медицинского самолета для транспортировки больных туристов на родину. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги, специализирующиеся на реконструктивных операциях. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов и компенсации расходов на лечение. Если вы нуждаетесь в экстренной медицинской помощи, доверьтесь компании Росмедицина. Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в вашем лечении. Подробная информация в описании под этим видео. А сколько времени потребовалось, чтобы ознакомить с продукцией людей? До сих пор продолжаем, есть люди, которые не знают продукцию, но чтобы зайти в точки, около 9-10 месяцев заняло. Но было очень интересно, то есть куда сеяли, куда, допустим, заходил продукт, то есть эти точки оставались, то есть люди начинали покупать. Но не было мысли, вы полгода прошло, вкладываете, бесплатно наливаете, и что-то не идет. Может, мысль возникла, может развернуться, не то делаем?
не было такого момента, потому что везде, куда ни заходил, в любую точку, то есть продукт принимался хорошо, и люди начинали покупать его. И, соответственно, те, кто начинали покупать, рекомендовали другому. Никарагуа очень простая в этом плане. Все работает по типу сарафанное радио. То есть люди рекомендуют, то есть здесь зачастую не нужно ни рекламы, ни оплачиваемые какие-то баннеры большие. То есть лучше всего работает, если ты хорошо что-то делаешь, либо сервис, либо какой-то продукт, то есть люди сами его... А в интернете вообще люди что-то ищут? Запросы делают? Это, наверное, вторично. Люди больше пробуют, а потом уже ищут, окей, если увидят камбучу или увидят какой-то продукт. То есть заходят в интернет, чтобы убедиться, что это существует на самом деле, и вообще, что находится за этим продуктом. То есть уже начинают смотреть информационный фон. Как бы в моем опыте это вторичное. То есть сначала идет продукт или сначала какое-то знакомство, а уже потом... То есть на сегодняшний день социальные сети это обязательство имеют. Не так, чтобы они даже продают, но просто что ты есть, что ты существуешь, это что ты поддерживаешь контакт со своим покупателем или со своим клиентом. А откуда идея родилась с пекарней? Пекарня из-за кафетерии. То есть поскольку идея была делать другие десерты, другие торты, более европейские, то есть то, что не предлагают, да, другие рестораны или кофейни. И делать качество, которое, которое соответствует моим стандартам. Ну и появился человек, который наши взгляды сошлись и вместе сделали этот бизнес. Как вообще трудоустроиться работнику в Никарагуа? То есть там разрешение на работу нужно, если сейчас про иностранцев спрашиваю. В зависимости где, наверное, да, допустим, если это медицина или это другой, допустим, услуживый сектор. Ну, во-первых, если есть язык, это уже как бы значительный плюс, что у тебя есть язык. Никарагуа не так требовательно к диплому, подтвердить диплом. Я ни разу в Никарагуа не доставала свой диплом российский. Вот, более люди смотрят на твои способности, то есть что ты можешь привнести или чем ты можешь помочь компании. То есть с легальной точки зрения, либо сама компания может тебя легализовать в стране, да, если то есть ты предоставляешь какую-то ценность, которую не могут найти на никарагуанском рынке. Допустим. Или же наоборот, можешь легализоваться, поскольку уже сам человек может легализоваться тоже в Никарагуа. Если докажет, что у него есть уровень дохода, либо это из других стран, либо здесь можно выйти замуж, да? Или можно подтвердить свой статус как пенсионера, или можно подтвердить, что у тебя есть какая-то, не знаю, недвижимость в другой стране, которая тебе приносит доход. Или компания местная тебя легализирует. Вот. Но опять-таки с дипломом я не видела. Не было истории, чтобы, допустим, требовали диплом подтвердить. Если в брак вступаешь с никарагуанцем либо с женщиной, то получается, сколько лет должно пройти, что тебя легализуют по браку? Я ж не знаю даже, сколько. Не смогу тебе ответить на этот вопрос. Окей. А вообще, по поводу бизнеса, большие здесь налоги? Да, есть. В Никарагуа есть две формы ведения бизнеса. Как частный предприниматель или ИП. И компания. То есть если ты начинаешь как малый предприниматель, называется кота фиха, то у тебя есть фиксированный налог, который платишь, он обычно в размере $10 в месяц. И $10 приблизительно, в зависимости от индустрии, ты платишь в мэрию. То есть получается около $20 в месяц. Но в данном случае есть ограничение, это 100 тысяч кордов, это около $3000. То есть ты не можешь фактурировать больше этой суммы. Это выручка? Выручка, да. Если у тебя выручка, согласно, да, превышает 100 тысяч, то есть ты должен переходить на другую систему. И другая система – это как раз компания, где, да, то есть уже существует налог,
Ну да, НДС, по-моему, называется, да? 15% составляет здесь. То есть 15% с выручки. 15% сверху, то есть ты либо услуга, либо продукт, который ты предлагаешь на рынок, то есть облагается НДС 15%. Вот, соответственно, этот процент ты должен также отдать обратно в налоговые органы. И есть прогрессивная шкала, то есть в зависимости, это делается налоговый год, в конце налогового года, то есть ты предоставляешь себе свою бухгалтерию, и чем больше твой доход, тем больше у тебя, соответственно, налог. А как это? Шкала какая? Эта шкала, опять-таки, не могу тебе сказать, чтобы именно в цифрах, но, допустим, от 30% и выше идет. В среднем, От 30% и выше с выручки. Но это не маленький процент. да. А дополнительно, когда у тебя сотрудники наемные имеются, ты тоже социальные взносы за них платишь? Обязательно, да. И там какой процент? Всегда рассчитывает процент, опять-таки, прогрессивный. То есть чем больше чем выше зарплата, тем выше налог, тем выше отчисление в социальное страхование. Вот. Всегда, допустим, для просчетов, если кто-то будет использовать информацию, то есть зарплата умножается на 1,5. То есть, грубо говоря, если там 10 тысяч кордов зарплата подчиненного, ты умножаешь на 1,5, чтобы посчитать, сколько тебе будет стоить этот сотрудник ежемесячно. Ну, можно Туда входят уже социальные выплаты, туда выходят зарплаты по ликвидации, ну, когда увольнительные, отпускные и 13 зарплат. Ну, можно сделать минималку, чтобы немного платить. Можешь сделать минималку, но ты не исключаешься. То есть ты всегда будешь выплачивать 13 зарплату, как называется, когда увольнительные, да, часть. Вот. Единственное, что ты будешь меньше платить, это 7% удерживает от минимальной зарплаты у сотрудника и 21% удерживает у работодателя на социальные выплаты. А если дивиденды ты хочешь снять, сколько процентов ты платишь? Свои дивиденды? Своя компания, то есть ты также делаешь год, и зависит от прогрессивной шкала. Тоже То есть прогрессивно? от 30 выше. 30%. Еще 30? То есть ты заплатил с выручки 30%? Нет, с дивидендов ты платишь вот эти 30%, и все остальное это остается твое. Ну да, но ты сначала заплатил с выручки 30% с оборотов. Угу. Потом, если я как учредитель хочу эти деньги снять, дивиденды я еще плачу 30%. Не, с выручки, я тогда тебя не поняла. С дивидендов ты платишь 30%, Да. с выручки там другая шкала. Там есть разные налоги, которые, да, облагаются 2%, потом не могу тебе точно опять-таки сказать, но... Но не больше 6. Не должно быть больше 6. Больше всего облагается дивидендная часть. Когда ты заходишь в компанию, то, соответственно, да, тебе требуется бухгалтерия, тебе требуется уже более формальная структура. Оно посложнее, да, и бывает, может занять от 2 до 3 месяцев, чтобы сделать компанию в Никарагуа. А часто здесь проверки приходят, налоговые, там, Роспотребнадзор, еще какие-то? Конечно, приходят проверки, да, социальное страхование, Министерство здравоохранения, налоговые. То есть штрафуют тоже? Добро пожаловать в Палома Бейкери. Проходите. Гавриэль, наш шофер, Нейлинг, ответственный по продажам. Они готовят хлеба к отправке. То есть у нас здесь такой хаб. Мы выпекаем и отсюда отправляем по разным точкам. А в каком количестве в день булок выпекаете? Выпекаем, уже, наверное, где-то около 100 круассанов в день. Около 16 тортинов. Это, наверное, самое маленькое, да, количество. Все расходятся? Да. Еще не хватает. Сейчас делается заготовка тортинов, потому что они проходят 2 дня ферментации. Вот, то есть это хлеб, который будет продаваться в понедельник. Сегодня суббота. Вот, то есть он отмеряют, формируют и ставится на ферментацию. Четко по граммам. Чтобы не было лишнего. А здесь замешивается? Да, это замешивается. Это холодильник, в котором хлеб отстаивается. С начинкой, да, делают? Да, делается заварным кремом. Вернее, заварные профитроли с кремом пастеллера. И сверху глазированную шоколадом.
И сколько времени нужно, чтобы вот приготовить вот такой торт? Это сегодня. Сегодня сделали. Есть торты, которые занимают 2 дня, потому что надо отстояться, допустим. Вот этот сегодня был приготовлен. То есть мы их упаковываем и отправляем в контейнера до назначения. Все уходит, не остается? Нет. Пока мы делаем заказ, потому что как бы начали еще год назад и постепенно как бы докупаем оборудование и производственные возможности, то есть расширяем постепенно. Пробую краффины на пекарне Елены. Сладко, вкусно. Не хватает чая. Не хватает чая? Чаю. Вернемся. Будете в Никарагуа, обязательно зайдите, попробуйте. Это наш совместный проект с Анастасией. Анастасия из Новосибирска, и она ответственна за производственную часть, все рецепты, вся магия хлеба, это в ее руках. То есть это... Так что, Анастасии, спасибо. По поводу бизнеса. Основной бизнес здесь иностранный или все-таки местный? Местный бизнес. Местный. Местный бизнес, и не знаю статистику, но, наверное, больше 90% компаний – это семейные компании. То есть это брат, сестра, родители, дети. Я заканчивала магистратуру, и из 6 блоков, которые мы получали, один был посвящен семейному бизнесу. То есть когда семейный бизнес, то есть там есть тоже свои протоколы, которые рекомендуются, да, чтобы вести компанию и сохранить семью. Но это очень распространено в Никарагуа, семейный бизнес. Очень распространено. Как ты считаешь, чем сюда привлекают иностранцев? Ну, почему сюда иностранцы приезжают? Достопримечательности, либо низкие налоги? Стоимость жизни, она достаточно такая доступная. Климат, возможности, то есть я до сих пор я очень много вижу возможностей в Никарагуа для бизнеса. Что еще? Наверное, также доступность земель. То есть земли, которые можно купить, опять-таки недорого, и осваивать, либо делать какое-то сельское хозяйство, либо поставить производственные возможности, вернее, установки, да, как называется, производственные цеха. Ну да, производство. Вот. Расположение Никарагуа географически она близко к Северной Америке, к Южной Америке и в сердце Латинской Америки. Есть доступ к воде. Один из минусов – это стоимость электроэнергии. Очень дорогая электроэнергия. И опять-таки она рассчитывается по прогрессивной шкале. Чем больше ты потребляешь, тем выше твоя стоимость за киловатт. То есть, почему? Я думаю, больше для того, чтобы субсидировать либо малое предпринимательство, либо сектор, который не может позволить, допустим, оплачивать высокую стоимость. То есть у тебя есть субсидия, если ты там потребляешь меньше 150 киловатт в месяц, и то есть семьи получают какие-то дополнительные субсидии, да, компании. Но если ты потребляешь больше и потребляешь очень много, то есть киловатт возрастает. Поэтому это невыгодно бывает, допустим, там, для перерабатывающих компаний. То есть есть свои ограничения в этом плане. Как ты считаешь, Никарагуанский канал будет, не будет? Даже если будет, то, наверное, не скоро. Это такой долгосрочный проект. Но причем, он бы дал возможность стране. Поэтому, наверное, он давно уже обсуждается, но как бы не видно каких-то действий. Ну, это, наверное, пока просто против правительства этого канала. Не знаю. Если меня спросишь, я думаю, что это будет такой долгосрочный проект. Хотите узнать больше о моем движении, о том, с кем я встречаюсь или в какой стране нахожусь? Подписывайтесь и задавайте свои вопросы в нашем телеграм-канале Кажан17. И я постараюсь учесть их на следующей съемке подкаста. Буду рад видеть вас в наших каналах, ссылки на которые есть в описании. Жду ваших подписок и комментариев. Твои минусы страны. Какие ты здесь минусы видишь? Для меня минусы, наверное, вытекают из плюсов этой страны. Те же самые, если
преимущество заключается в людях и в их ценностях, и в их менталитете, то обратная сторона этого может быть также быть минусом стороны. Да? Допустим, общий уровень образования людей, их предрасположенность, допустим, к работе. То есть там, выйти дополнительно поработать или взять 2 работы. То есть они достаточно ограничены в этом плане. Какие еще недостатки? Ну, с точки зрения, допустим, открытия бизнеса, то есть не все очень организовано и не все очень четко. То есть, допустим, тебя может обслужить, можешь это сделать, допустим, открыть компанию сам, в зависимости на кого ты попадешь. Можешь, наоборот, у меня был позитивный опыт, был негативный опыт, допустим, там открытие каких-то дел, касающихся компании. Да. То есть нет такой установленной процедуры. Нельзя там заплатить, тебе откроют и все готовое принесут. К сожалению, это, наверное, часто к этому прибегают люди, либо используют, терциаризируют, да, услуги для того, чтобы открыть быстрее это. Хотя такого не должно быть. То есть если это должно быть одинаково для всех. И не зависит от человека, который, допустим, тебя обслуживает. Да? Вот. В этом плане. Банки тоже для открытия счета бывает, если у тебя нет резиденции, то, наверное, вида на жительство занимают от 2 до 3 месяцев для того, чтобы открыть счет. Мне не откроют в банке счет. Если у тебя нет ПМЖ, тебе откроют, но тебе это займет очень много времени. Для того, чтобы идти, предоставить один документ, потом другой документ, потом опять 5. То есть вот в этом плане как бы очень много волокиты такой, которые, то есть нету установленной процедуры. Ты можешь принести 20 пунктов, которые тебя просят, на следующий день сказать, нет, принесите еще 5, а тут еще возникло 6. Поэтому как бы есть такая бюрократическая волокита. Вот. Что еще из, допустим, 2018 год тоже был такой неожиданный поворот в жизни страны, наверное, как бы, что способствует нестабильности, да, показывает, что могут такие возникнуть ситуации, которые повлияют на общую экономическую ситуацию. Вот. Но так, поскольку я, наверное, влюбленная, очень мало вижу Негатив обходит стороной. Да, в стране. Работаем каждый день с 7 до 8 вечера. Предлагаем завтраки, легкие обеды, коктейли, напитки целый день, ну и, конечно, Без алкоголя. сладости. Оба варианта. Алкогольные и безалкогольные, но мы в основном как бы, из-за формата предлагаем артезанальное пиво и ginger beer. Это имбирное пиво. Болда питая. Это фруктовая каша на основе фруктов. А название кто придумал? Международное просто название, исходя из ингредиентов. Она делается с семенами сверху, для того, чтобы дополнить фрукты и насытиться. Делается домашняя гранола, банан, кокосовая стружка, как крошка какао. Это йогурт, да? Нет, это банан, замороженный банан с питаей, немного арахисового масла и все. Абсолютно без молочных продуктов. Без глютена, без молочных продуктов и без сахара. Вкусно. И да, такая нутритивная. Насыщает. Полезно. Калорийная. Калорийная за счет опять-таки добавок вот, сверху посыпок. Будете в Никарагуа, надо попробовать кашку. Скажи, пожалуйста, твои рекомендации людям, которые думают, хотят либо попробовать, либо целенаправленно готовы открыть бизнес в Никарагуа. Какие действия нужно совершить, чтобы не было ошибок? Наверное, первоочередной вопрос, чего ищет человек. То есть Никарагуа, да, имеет свою специфику, то есть надо знать, если в какой отрасли ты хочешь открыть, если Никарагуа
твоя страна в этом плане. Сколько ты хочешь, допустим, или сколько ты хочешь генерировать из этого бизнеса. В моем опыте я не видела ни одного иностранца, который превратился в миллионера в Никарагуа. Зато видела много случаев, когда или когда люди открывают бизнесы, то есть достаточно для того, чтобы жить, существовать, наслаждаться тем, что как бы, путешествовать. Но опять-таки стать миллионером не видела никого, кто бы превратился в миллионера. Ну, если бы только принес, наверное, 2 и превратился с 1 миллионом. Но так, чтобы сильно-сильно разбогатеть, я не знаю никого в Никарагуа из иностранцев. Не получится. Да. Угу. Но опять-таки это не негативный момент, наверное, стороны. Я бы наоборот бы видела, если ты хочешь жить, приехать спокойно жить, и привести свою семью и открыть какой-то средний, можно даже крупный бизнес, то есть, да, это возможно. Вот, но сделать какую-то большую корпорацию, я вижу, сложно. Но вообще нанимать сотрудников, это же тоже непросто. Тем более местный менталитет, он другой. Да, наверное, вторая рекомендация моя была это познакомиться, пожить здесь и понять специфику страны, понять специфику людей, понять их отношения, понять их, вообще день ото дня, как они живут, как они думают, как они. Это очень важно, потому что тебя, да, шокирует, когда ты приезжаешь, допустим, из больших стран, Европа, из России, то есть это абсолютно другой менталитет. То есть зачастую это негативный опыт изначально, если ты не поймешь их людей. Я, наоборот, для меня всегда никарагуанцев вижу, как я от них учусь. Я от них учусь, потому что они знают поставить свои рамки, они распределяют четко время рабочее, время личное. То есть для них это очень важно. И я думаю, в этом нет ничего плохого. Наверное, то, что мы не знаем, или того, что нас не научили, да, или мы не жили в своей траектории жизни. Никарагуанцы, они любят веселиться, они счастливые, что мне у них нравится тоже. То есть они уделяют время своим друзьям, своим семьям, время для себя. Они живут сегодня. То есть они не переживают там, завтра так же будет тепло, как и сегодня. Поэтому для них, то есть в этом плане я у них учусь этой мудрости. Да? Они спокойны в этом плане. То есть готовый бизнес даже там в России либо в Европе, ты приезжаешь сюда и вот хочешь наложить такой проект, он не пойдет так же, как в тех странах. Надо понять, если ты хочешь, грубо говоря, тоже кофейню открыть, то ты должен понять местного никарагуанца, как они вообще устроены, как они работают, что им нравится, что им не нравится. Это очень помогает, да, в открытии бизнеса. И помогает избежать ненужного стресса или ложных ожиданий от страны. Вот, потому что, да, у нее своя специфика есть в Никарагуа. Если вы не получили ответов на свои вопросы, не расстраивайтесь. Оставляйте в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Мы обсуждаем вопросы подписчиков в новых подкастах с жителями Латинской Америки. Жду ваших комментариев, дорогие подписчики.